Товарный поезд, трогаясь с места, двигался с ускорением 0,5 метра за секунду в квадрате и разогнался до скорости 36 км в час. Какой путь он при этом прошел? Скорость, которую приобрел товарный поезд, v равно 36 км в час, и двигался он с ускорением a равно 0,5 метра за секунду в квадрате. Задача спрашивается, какой он путь прошел. Уравнение для нахождения пути будет равно v нулевое t плюс at квадрат, деленное на. Но поскольку он двигается с места, значит v нулевое у нас будет равно нулю. Поэтому s преобразуется в такую величину s равно at квадрат, деленный на. И определимся с ускорением, которое равно изменению скорости за какое-то время. А будет равно v конечное минус v нулевое. Вот это начальная скорость, конечная скорость, деленная на время. Поскольку начальная скорость равна нулю, то просто a равно v конечное, деленное на t. v конечное, деленное на t. А это у нас вот эта скорость поезда Жарзана. А у нас равна вот такому значению. С другой стороны, мы можем определить, нам же неизвестно t, мы можем определить отсюда значение времени. Отсюда t будет равно v конечное делить на a. И теперь вот в эту формулу мы можем подставить значение v конечное делить на a вместо t квадрат. В квадрате, естественно. И у нас получится известные величины. Это s равно 1/2 запишем впереди, чтобы она нам не мешала. А что множится на t квадрат. А t квадрат это v конечное делить на a. В данном случае v конечное это вот наше v равно 1/2 a и теперь скобочки v деленное на a в квадрате. Это все вместо t квадрат. Перемножим это в скобки, мы получим s равно 1/2 a умножится на дробь v квадрате делить на a квадрат. Естественно, a и a это сократится. Получаем v квадрат делить на 2a. Небольшое преобразование, и мы получили путь, который связан со скоростью и с ускорением. Запишем его вот здесь, для того, чтобы подставить эти числовые значения. Тут больше надо будет уделять внимание на подстановке числовых значений, чем на вывод самой формулы, которая не очень большая. Можно было, конечно, 36 км в час выразить в метрах в секунду. Проще будет решать. Давайте сделаем так. Сделаем двумя методами. Первый метод сделаем метры в секунду, километры в час. А второй метод заведем это все в большую формулу, будем там решать для того, чтобы увидеть, как этот процесс происходит, чтобы, может, в будущем это дело нам поможет решить некоторые задачи. Итак, сделаем так. V у нас равно 36 километров в час. Километры в час. Что это значит? Это значит 36 множится на 1000 метров и делится на 3600 секунд. Смотрите, нолики сократились. 36 этим сократилась единичка. Что мы оставили? Осталось у нас 10 метров за секунду. Тогда, естественно, s будет равно чему? Напишем так. S равно единичка делить на 0,5 метров за секунду в квадрате, что множится на 10 метров на секунду в квадрате. Вот так. И будет равно. Секунды в квадрате сразу пойдут сюда. Посмотрите. Тут еще 1/2 у нас есть. Секунды в квадрате пойдут сюда. Поэтому у нас единичка делится на 2, что умножится на 0,5. Останется метры, а секунды в квадрате ушли наверх. Теперь здесь будет что? 10 на 10 это будет 100. А здесь у нас получается метры квадраты делить на секунды в квадрате. Что у нас здесь получается? Секунды в квадрате сократились. Метры квадратные ведь сверху и здесь внизу сократились. Здесь будет 2,05 единичка. И мы получаем ровно 100 метров. Теперь давайте, это мы превратили скорость 36 км в час, превратили в 10 метров в секунду. Просто решили и все. Может быть и меньше. Но с другой стороны, здесь будет более объемно, но тоже будет интересно. v квадрат разделить на 2 равно 36 километров на час в квадрате разделить на 2 0,5 метров за секунду в квадрате. Ну, можно сразу единичку написать, но напишем. Здесь пишем 36 на 36 и скобочки километры на часы в квадрате. Здесь будет на 1 на метр на секунду в квадрате. 36 на 36 пока оставим. А теперь километры и часы. Смотрите, какая будет дробь. Километры – это 1000 метров, что множится на 1000 метров. Это мы уже поднесли это дело в квадрат. Вот таким образом квадрат. И часы 3600 секунд, что множится на 3600 секунд. Это у нас сверху дроби, а внизу у нас 1 метр за секунду в квадрате. Эти два множителя остаются сверху, а эти два множителя опускаются вниз. Мы получаем вот такое выражение. 36, что множится на 36. Смотрите, сколько множителей. Что множится на 1000 метров, что множится на 1000 метров, делится на 3600 секунд, что множится на 3600 секунд, что множится на 1 метр, а вот секунды в квадрате у нас пойдут наверх. Что у нас, смотрите, секунды на секунды, получается секунды в квадрате сократятся с этими секундами в квадрате. 1 метры сократятся с этими метрами.
У нас останется только 1 метр. Итак, давайте посмотрим. Вот это вот 2 нуля этих уберем, 2 нуля этих уберем. Этот убираем и вот этот убираем. Итого 36 убираем с этой 36, и это 36 убираем с этой 34. Что мы здесь получили? Осталось сотня и метр. Получили 100 метров. Два метода, которые мы решили, просто иногда не обязательно сразу можно преобразовывать. Иногда может быть получится так, что где-то километры сократятся. Их не надо будет убирать, либо часы сократятся. Не надо будет убирать. Но во всяком случае, что один метод привел к такому результату, и другой метод точно к такому. То есть у нас получается равно 100 метров.